Декабрь 1984 года. Небольшая деревня Додлстон на границе Англии и Уэльса. Поздним вечером школьный учитель Кен Вебстер вместе со своей девушкой Дебби и другом Ником возвращается домой после встречи в местном пабе. Не доходя до коттеджа, они замечают, что в окнах виден зеленый свет, хотя перед уходом они выключили электричество, заперли двери и были уверены, что в доме никого не осталось. Когда они заходят внутрь, становится ясно, что все находится на своих местах. Окна закрыты, вещи не тронуты. Единственное, что сразу бросается в глаза — включенный компьютер, хотя перед уходом его тоже выключили. На экране был открыт какой-то текст. Само его появление выглядело необъяснимым. Компьютер не был подключен ни к телефонной линии, ни к модему, ни к какой-либо сети. Попасть в него извне было невозможно, а значит, этот текст мог появиться только в том случае, если кто-то находился в доме и работал за клавиатурой. Прочитать сообщение удалось далеко не сразу. Большинство слов выглядело незнакомо, а написание сильно отличалось от современного английского. Позже лингвисты установят, что текст был составлен на одной из древних форм английского языка, исчезнувшей несколько столетий назад. Автор был уверен, что в его доме появились незнакомые люди. Он описывал странный свет, неизвестные ему предметы и дорогую мебель, а в конце требовал, чтобы чужаки немедленно покинули его жилище. Сначала Кен решил, что кто-то сумел проникнуть в дом и устроил необычный розыгрыш. Однако уже на следующий день на экране появилось новое сообщение, затем еще одно, и вскоре стало ясно, что все они связаны между собой. Неизвестный собеседник утверждал, что живет в этом же доме, но не в 1984, а более чем за 400 лет до этих событий. С этого момента обычный домашний компьютер превратился в источник одной из самых необъяснимых историй XX века. В течение следующих 2 лет на его экране появится более 300 сообщений. Их будут изучать программисты, историки, лингвисты и специалисты по древнеанглийскому языку, пытаясь понять, кто оставлял эти записи и каким образом они возникали на компьютере. Спустя десятилетия ответа на этот вопрос по-прежнему нет. Странности в коттедже начались еще до появления первого сообщения. Через несколько дней после переезда Кен заметил на стене маленькие отпечатки. Они были похожи на следы крошечной руки с 6 пальцами. Следы уходили вверх и исчезали под потолком. Дом был старым, поэтому Кен решил, что это обычные пятна от сырости. Он закрасил их. На следующее утро отпечатки появились снова поверх свежей краски. Потом начали происходить другие странные вещи. Каждое утро бутылки, банки и коробки на кухне оказывались сложены в аккуратные высокие башни, иногда выше человеческого роста. Двери и окна оставались заперты, а в доме ничего больше не пропадало и не менялось. Сначала жильцы решили, что кто-то из друзей проникает в дом и разыгрывает их. Но никто так и не признался. Через 2 месяца на компьютере появился тот самый первый файл. Кен распечатал текст и показал его коллегам в школе. Почти все решили, что это обычная шутка. Но преподаватель английской литературы Питер Триндер обратил внимание совсем на другое. По его словам, текст был написан невыдуманным языком, а одной из форм раннего английского, характерной для северо-запада Англии. Некоторые слова и грамматические формы давно исчезли из употребления, но хорошо соответствовали языку XVI века. Кен решил провести простой эксперимент. Он оставил на компьютере несколько вопросов, сохранил файл и вместе с друзьями ушел в местный паб. Когда через несколько часов они вернулись, на компьютере уже ждал новый ответ. Неизвестный собеседник впервые представился. Он назвал себя Лукасом и рассказал, что живет в небольшом доме из красного камня, выращивает ячмень для Эля, делает сыр и недавно потерял жену и сына во время эпидемии чумы. Он также написал, что страной правит король Генрих VIII. Проверить эти сведения оказалось непросто. Лукас утверждал, что Генриху VIII 46 лет, хотя на тот момент король был значительно моложе. Он упоминал поместье, которое, согласно историческим данным, появилось лишь спустя 2 столетия. Некоторые имена, встречавшиеся в переписке, вообще отсутствовали в известных архивных документах. Кроме того, в сообщениях использовались вопросительные знаки, хотя в английских рукописях середины XVI века такая пунктуация еще практически не применялась. Однако были и детали, которые выглядели гораздо загадочнее. Лукас несколько раз подчеркивал, что его дом построен из красного камня. На первый взгляд это казалось ошибкой, ведь коттедж Кена был кирпичным,
Но во время ремонта рабочие неожиданно обнаружили фундамент гораздо более старого здания, сложенный именно из красного песчаника. До начала ремонта о существовании этих остатков не знали ни владельцы дома, ни местные историки. Именно эта находка заставила многих впервые задуматься, что переписка может быть не такой простой, как казалось в самом начале. Питер Триндер продолжил изучать переписку. Он обратил внимание на лексику, порядок слов, старые грамматические формы и отдельные латинские выражения. По его мнению, язык сообщений действительно соответствовал середине XVI века и был характерен именно для графства Чешир, где находился Доддлстон. Со временем исторических деталей становилось все больше. Лукас писал, что Генрих VIII уже женат на Екатерине Пар. Это переносило события в 40-е годы XVI века и хорошо совпадало с другими подробностями переписки. Лукас рассказывал о соседях, хозяйстве, урожае, погоде и повседневной жизни обычной деревни. Именно поэтому проверить большинство его слов оказалось невозможно. Для небольших английских деревень того времени почти не сохранилось документов, где упоминались бы все жители или подробности их жизни. Именно это делало историю такой необычной. Ее нельзя было подтвердить, но и полностью опровергнуть тоже не получалось. А затем произошло то, чего никто не ожидал. В одном из сообщений Кен написал Лукасу, что живет в 1985-м. Ответ оказался неожиданным. Лукас признался, что все это время был уверен. Кен живет в 2109-м. Именно так, по его словам, жил еще один человек, который тоже иногда связывался с ним через этот компьютер. Получалось, что Лукас переписывался сразу с двумя разными собеседниками и считал их людьми одного времени. Кен никогда не слышал ни о каком человеке из будущего. Тогда он решил оставить сообщение специально для этого неизвестного собеседника. Ответ появился через несколько дней. Неизвестный автор обратился к Кену, Дебби и Питеру по именам. Он написал, что не может объяснить происходящее, но заверил, что каждый из них сыграет важную роль в событиях, которые изменят будущее. В конце сообщения говорилось, что люди пока не способны понять природу этой связи. Теперь переписка выглядела еще страннее. Если верить сообщениям, один и тот же компьютер связывал сразу 3 разных времени: XVI век, 1985 год и 2109. Здесь важно понимать, о каком компьютере идет речь. Это был обычный школьный компьютер начала 80-х годов. Кен брал его домой на выходные, чтобы готовить уроки. Устройство не имело модема, не подключалось к телефонной линии и не было соединено с другими компьютерами. Тем временем странностей становилось все больше. По ночам в доме слышались шаги, хотя все комнаты были пусты. В некоторых помещениях температура внезапно падала настолько сильно, что становился виден пар от дыхания. На стенах появлялись слова, написанные мелом. Ник больше не захотел оставаться в коттедже и съехал. Дебби тоже сняла жилье неподалеку. Ночевать в доме становилось все труднее. Пытаясь найти хоть какое-то объяснение, она начала изучать старые карты местности. Так Дебби обнаружила, что через Доддлстон проходит одна из так называемых энергетических линий Земли. Эта концепция появилась в 1921-м. Британский исследователь Альфред Уоткинс заметил, что многие древние памятники Англии, курганы, каменные круги, старые церкви и другие сооружения нередко выстраиваются по одной прямой. Сам Уоткинс предполагал, что это могут быть следы очень древних дорог. Позже сторонники альтернативных теорий предложили другое объяснение. По их мнению, эти воображаемые линии обозначают пути прохождения неизвестной энергии, которая соединяет древние святилища и мегалиты. Научного подтверждения эта гипотеза так и не получила. Большинство специалистов считают подобные совпадения случайными, но коттедж Кена действительно находился на одной из предполагаемых линий. Для Дебби это стало еще одним аргументом в пользу того, что происходящее нельзя считать обычным совпадением. В конце концов, Кен и Дебби обратились в Общество психических исследований, организацию, основанную еще в 1882 для изучения подобных случаев. В коттедж приехали 2 исследователей и предложили провести эксперимент. Они составили 10 вопросов для загадочных собеседников из 2109 года, записали их на компьютер, а затем удалили файл. Ни Кен, ни Дебби не знали, что именно было написано. Через несколько дней появился ответ. По словам одного из исследователей, неизвестный автор не ответил прямо, но правильно определил все 10 вопросов и даже сохранил их исходный порядок, хотя текст уже был удален. Однако в самом обществе этот результат никого не убедил. Коллеги предположили, что Кен мог узнать содержание вопросов по звуку клавиш во время набора текста.
но восстановить текст только по звуку клавиатуры практически невозможно. Позже Кен попросил общество передать ему все материалы расследования. Ответ оказался неожиданным. Ему сообщили, что никаких документов по этому делу не существует, один из двух исследователей бесследно исчез. Второго вообще не оказалось ни в одном списке сотрудников организации. По официальным данным, такого расследования никогда не проводилось. К этому времени преподаватель английской литературы Питер Триндер, который с самого начала изучал язык сообщений, заметил еще одну любопытную деталь. В одном из писем Лукас намекнул, что его настоящее имя можно найти в их книгах. При этом он упомянул название местности, где жил сам Питер. Питер жил в небольшом городке Харварден и решил проверить архивы. В одном из оксфордских колледжей действительно обнаружилась запись о преподавателе по имени Томас Харварден, который работал там в 1530-х годах. Ранее Лукас уже рассказывал, что учился в Оксфорде. Теперь он перечислил несколько книг, которые, по его словам, находились в библиотеке колледжа. Библиотекарь проверил каталог и подтвердил, что все эти книги действительно существовали и относились к XVI веку. После того, как Кену удалось установить личность своего загадочного собеседника, неизвестные из 2109 года потребовали немедленно сообщить им все, что удалось выяснить. Они объяснили это тем, что ситуацию необходимо исправить. Чуть позже они сделали еще одно неожиданное признание. По их словам, на протяжении всей переписки они специально изменяли отдельные сообщения Лукаса, подменяя некоторые исторические детали. Делалось это для того, чтобы Кен не смог слишком рано установить, кем на самом деле был человек, живший в XVI веке. Если верить этим словам, именно поэтому часть фактов в его рассказах не совпадала с историческими данными. Вскоре и сам Лукас рассказал еще одну странную историю. Он писал, что однажды ночью увидел яркий свет, исходивший из камина. Из него появился незнакомец, который попросил не бояться, а когда исчез, рядом остался необычный предмет. Лукас называл его «светящимся ящиком». По его словам, достаточно было произнести слова вслух, и они сразу появлялись на его поверхности зелеными буквами. Именно через этот загадочный предмет, как утверждал Лукас, и происходила вся их переписка. В марте 1985 года пришло последнее сообщение. Его автор, который ранее намекнул, что его настоящее имя, Томас Харварден, сообщил, что жители Додлстона начали относиться к нему с подозрением. Он решил покинуть деревню и отправиться в Оксфорд, надеясь, что там будет безопаснее. Перед уходом он написал, что собирается оставить книгу обо всем, что с ним произошло. И добавил, что к тому времени, когда Кен и Питер смогут ее прочитать, она уже станет очень древней. После этого переписка неожиданно оборвалась. Но еще до исчезновения Лукаса произошел эпизод, который только усилил загадочность этой истории. Собеседники, утверждавшие, что находятся в 2109-м, сами предложили Кену обратиться к исследователю аномальных явлений Гэри Роу. Они назвали его имя и номер телефона, хотя Кен никогда раньше о нем не слышал. Выяснилось, что такой человек действительно существует. Более того, Роу был известен как убежденный скептик, который обычно пытался разоблачать подобные истории. Приехав в Додлстон, он решил провести собственный эксперимент. Чтобы исключить любую возможность подлога, Роу писал вопросы, запечатывал их в конверты и оставлял рядом с компьютером. Когда появлялись ответы, он также забирал их в запечатанном виде. Кен, Дебби и остальные не знали ни содержания вопросов, ни того, что появлялось на экране. Через несколько дней поведение Роу заметно изменилось. Он стал избегать разговоров о переписке и отказался объяснять, что именно прочитал. После конфликта с Кеном он той же ночью уехал, так и не рассказав, что заставило его резко изменить свое отношение к происходящему. После этого Гэри Роу на 20 лет исчез из публичного пространства. Лишь в 2017-м он опубликовал статью, где заявил, что проверил эту историю всеми доступными ему способами и не нашел признаков мистификации. По его словам, расследование в Додлстоне полностью изменило его взгляды. Во время переписки Лукас сообщил еще одну деталь, которую позже попытались проверить. Он писал, что местный шериф арестовал его по обвинению в колдовстве и даже назвал его фамилию. Полного совпадения в архивах найти не удалось, однако исследователи обнаружили, что в начале 1530-х годов должность шерифа действительно занимал человек с почти такой же фамилией. Отличалась всего одна буква, а время и место полностью совпадали с рассказом Лукаса. Несколько лет спустя Кен Вебстер подробно изложил всю историю в книге
Затем в 1996 был снят документальный фильм. Кен и Дебби согласились принять в нем участие, но попросили не показывать их лица. При этом в книге содержались два утверждения, которые на момент ее выхода никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть. Именно они сделали эту историю еще более необычной. Собеседники из 2109 года сообщили, что еще при жизни Кена будет доказана великая теорема Ферма. Одна из самых известных математических задач в истории, над которой более 350 лет безуспешно работали лучшие математики мира. Через 6 лет после выхода книги, в 1995-м, эта теорема действительно была доказана. Кроме того, неизвестные указали координаты еще не открытого космического объекта. Позже именно в этой области неба астрономы обнаружили мощный источник излучения на огромном расстоянии от Земли. Если вся эта история была мистификацией, подобные предсказания выглядели крайне рискованно. Любая ошибка сразу разрушила бы всю легенду. Но оба этих утверждения впоследствии подтвердились. Существуют и серьезные аргументы против этой истории. Одной из первых переписку подробно изучила специалист по истории английского языка из одного из ведущих британских университетов. Она пришла к выводу, что язык Лукаса не похож на настоящий английский XVI века. В текстах встречаются грамматические ошибки, перемешаны языковые формы разных эпох, а некоторые слова вошли в употребление значительно позже. По ее мнению, это скорее современная стилизация под старинный язык. Есть вопросы и к самому общению между собеседниками. Если верить переписке, Лукас без особых проблем понимал современные вопросы Кена, а Кен довольно быстро разбирался в ответах человека, которого отделяли более 400 лет развития языка. На практике это выглядит маловероятно. За это время английский изменился настолько сильно, что даже специалисты нередко работают с текстами той эпохи при помощи словарей и комментариев. Сторонники этой истории напоминают о другой детали. Неизвестные собеседники, которые называли себя людьми из 2109 года, утверждали, что иногда специально меняли отдельные сообщения Лукаса. По их словам, они исправляли слова, исторические детали и даже отдельные фрагменты текста, чтобы не повлиять на ход событий. Если это правда, именно этим можно объяснить языковые несоответствия. Проверить такую версию сегодня уже невозможно. Есть и еще один довод, который часто приводят скептики. Несколько исследователей сравнили стиль сообщений Лукаса с текстами Кена Вебстера. Они анализировали частоту слов, длину предложений, построение фраз и другие особенности письма. Результаты показали заметное сходство, из-за чего появилась версия, что оба текста мог написать один человек. Сам Кен с этим не соглашался. Он отмечал, что исследование проводилось по слишком небольшому объему текста, всего по нескольким сотням слов. Для подобных выводов этого недостаточно, особенно если автор сознательно пытается писать в другом стиле. При этом за все прошедшие годы так и не появилось ни одного человека, который заявил бы, что участвовал в создании этой истории. Не нашли ни черновиков, ни признаний, ни каких-либо доказательств тщательно подготовленного розыгрыша. Спустя годы о Кене неожиданно высказался его бывший сосед. Он написал, что никогда не замечал возле коттеджа ничего необычного, но при этом назвал Кена спокойным и рассудительным человеком, который совсем не производил впечатления человека, готового годами поддерживать настолько сложную мистификацию. Интересно и то, что эта история не принесла ее участникам никакой выгоды. Книга вышла небольшим тиражом и не стала популярной. После съемок документального фильма Кен и Дебби перестали давать интервью и больше не пытались привлекать внимание к этой истории. Что на самом деле произошло в старом английском коттедже, неизвестно до сих пор. Возможно, это была одна из самых необычных мистификаций XX века. А возможно, исследователи действительно столкнулись с чем-то, чему до сих пор нет убедительного объяснения. А как считаете вы, что здесь выглядит наиболее странным? Напишите свое мнение в комментариях.